В Петербурге произошел дорожный инцидент, вызвавший резкий общественный резонанс. Водитель «Мерседеса», уроженец Таджикистана, напал на автомобиль, в котором находилась семья с годовалым ребенком. В Москве, тем временем, задержан Магомед. Ему вменяется похищение малолетних и вымогательство. Внезапно оказалось, что нелегальную мечеть закрыть очень просто. Для этого нужно завести уголовное дело на чиновников. В подмосковных Люберцах этот способ отлично работает. Также выяснилось, что московское такси может спокойно работать и без мигрантов. Обо всем этом мы и расскажем в нашем выпуске. Недавно Петербург потряс очередной скандал, главным действующим лицом которого стал уроженец Таджикистана, водитель автомобиля «Мерседес». На шоссейной улице в Янина он напал на семью с годовалым ребенком из-за, казалось бы, незначительного дорожного конфликта. И это далеко не первый инцидент с участием данного персонажа. Семья с маленьким ребенком ехала по своим делам, когда их автомобиль оказался перед «Мерседес». Видимо, водитель немецкой машины посчитал, что ему должны были уступить дорогу. Но вместо того, чтобы просто уехать или выразить недовольство сигналом фар, он устроил настоящее шоу. Бородатый мужчина вышел из машины, начал кричать, осыпая супругов оскорблениями, а затем переключил свою агрессию на автомобиль. Причиной конфликта на дороге, по словам водителя Хавал, обратившегося в полицию, было то, что бородатый водитель «Мерседес» дважды подрезал его на пути. Судя по видеозаписи, водитель «Мерседес» остановил машину, подбежал к автомобилю оппонентов и несколько раз пнул по нему. Его не смутило даже присутствие в салоне маленького ребенка, которого этот инцидент явно испугал. При этом мигрант использовал обилие нецензурной лексики. Примечательно, что это уже не первый подобный случай с участием данного человека. 2 месяца назад в том же Янино он напал на другого водителя за то, что тот не уступил ему дорогу во дворе. Тогда тоже были угрозы, повреждения автомобиля и те же крики и жесты. По информации петербургской полиции, водитель «Мерседес» был задержан и доставлен в отделение. Против него составлен административный протокол за хулиганство. Также правоохранительные органы направили в суд ходатайство об аресте нарушителя. Однако многие считают такие меры недостаточными. Речь идет не только о повреждении имущества и угрозах, важна безопасность всех участников дорожного движения. А это Москва. Тут произошел случай, напоминающий о временах, которые, казалось бы, остались в прошлом. Следственный комитет и прокуратура Москвы сообщают о задержании 20-летнего уроженца одной из южных республик. Назовем его Магомед. Его обвиняют в похищении несовершеннолетних и вымогательстве. Как сообщается, молодой человек купил в магазине торгового центра Кунцево Плаза кроссовки и шапку. Позже он решил, что товар контрафактный, и вернулся в магазин, чтобы написать жалобу, похитить продавцов и выбить из них компенсацию за моральный ущерб. Магомед, угрожая оружием, вывез продавцов на пустырь. Там он несколько раз выстрелил в воздух, продемонстрировав, что оружие настоящее, и потребовал 120 тысяч рублей в качестве компенсации. Он назначил срок до 5 декабря и, следуя старым традициям, включил счетчик. Мальчишки, у которых и денег таких нет, и вообще они не своим товаром торговали, пошли в полицию. Сотрудники органов церемониться не стали и взяли молодого бородача под белые руки. Причем дома у Магомеда нашли и пистолет, и немало интересных образчиков холодного оружия. Прокуратура в суде потребовала заключения обвиняемого под стражу. Он же свою вину не признал. А его защита, разумеется, у бородача тут же появилась весьма квалифицированная защита, попросила суд ограничиться домашним арестом для этого уважаемого, но немного вспыльчивого гражданина России. Суд, к удивлению защиты, отправил Магомеда в камеру СИЗО, а теперь обратим внимание на некоторые детали этой истории. Молодому человеку, представителю гордого северокавказского народа, всего 20 лет. Он ездит на BMW X7, машине стоимостью примерно в 20 миллионов рублей. В квартире у него лежит боевой пистолет и несколько ножей. Он ставит на счетчик несовершеннолетних, вместо того, чтобы просто сдать товар продавцу, как это предполагает закон и как это делают по всей России. Или мы стали свидетелями чуда, не раз описанного в кинематографе. Человек из прошлого попал в наш мир, но продолжает жить по законам ушедшей эпохи, либо на наших глазах встает на крыло новая молодая поросль столицы, прошедшая через горнило школьных этнических банд и ММА-клубов,
воспитанная на роликах из Ютуба про криминальных авторитетов, прикрытая от жизненных невзгод торговым бизнесом родителей, но голодная до собственных кусков пирога под названием «жить по кайфу». Публичность и неотвратимость наказания в таких случаях – единственное, что поможет. Прокуратура Москвы сообщает, что рассмотрение дела на контроле. Теперь, что касается необходимости мигрантов, о которой мы часто слышим от чиновников разного уровня. Неожиданный эксперимент прошел в Москве. Тут киргизские таксисты решили устроить забастовку из-за отсутствия повышенных тарифов. Но пассажиры не заметили это событие, а целесообразность работы бастующих мигрантов была поставлена под вопрос. Такси – одна из самых любимых мигрантами работ в России. Все, что требуется для частного извоза – водительские права. Остальное – автомобиль, оформление – берут на себя таксопарки, заключающие договор с крупными агрегаторами, чаще всего Яндексом. За использование сервисов компания удерживает комиссию. Остальные же деньги распределяют между собой водитель и владелец авто. Больше всего таксисты зарабатывают в так называемый период повышенного спроса, когда цена поездки является максимальной, якобы из-за большого числа заказов или нехватки машин. В конце ноября мигранты-таксисты решили устроить забастовку. В сети распространилось сообщение на киргизском языке, согласно которому в Москве и области цены ушли вниз, а коэффициент не поднимается. Недовольный низким заработком на поездках россиян, мигрант предложил бастовать в период наивысшего спроса с 6 до 12 часов, чтобы поездки стали дороже. Также автор сообщения объявил, что до 80 всех таксистов в России – киргизы, и это делает их крайне влиятельной диаспорой в данной сфере. Россияне в комментариях посмеялись над забастовкой водителей-мигрантов, которую не заметил никто в столице. Провальная инициатива может поставить перед работодателями вопрос о целесообразности продолжения сотрудничества с теми, кто к ней присоединился. Таких на всю Москву нашлась пара десятков. Я бы на их месте так не шутил. Может получиться так, что и без трудолюбивых ребят все прекрасно работает. И тогда придется как-то обосновывать свое пребывание здесь, пишет Александр. По данным Яндекс.Такси, в России наблюдается дефицит водителей из-за ужесточения миграционной политики. Из-за нехватки водителей растут тарифы, и поездки становятся дороже, утверждают представители сервиса. Россияне, однако, убеждены, что уровень спроса регулируется компанией без учета реальной ситуации. Тем временем в подмосковных Люберцах закрыли молельню. Процесс пошел и начал давать заметные результаты. В Московской области стали закрываться незаконные молельные заведения, которые в последнее время выросли тут в самых неожиданных местах. В поселке Октябрьский Люберецкого городского округа верующие, в большинстве своем мигранты, собирались в помещении обычной многоэтажки. В одночасье дворы и газоны вокруг Человейника забивали десятки чужих машин. Появлялись группы посторонних мужчин восточной внешности, которые постоянно что-то выясняли между собой. Дело доходило до драк. Разумеется, это раздражало местных жителей. Они писали жалобы в полицию, в прокуратуру, в местную администрацию, но получали в ответ дежурные отписки, пока дело не было взято на контроль в Следственном комитете России. Лишь после этого в Октябрьском прошли рейды силовиков, а следком заинтересовался причинами бездеятельности исполнительных органов власти. В Подмосковье немало говорили вы последнее время о подобных полулегальных религиозных организациях. Они совершенно спокойно работали в самых разных районах Москвы. Эти духовные центры росли где угодно – в многоквартирных домах, в промзонах, в садовых товариществах. Практически все на птичьих правах. Нередко они возникали рядом с официальными мечетями, но имамы в этих альтернативных духовных ячейках были весьма своеобразными, прошедшими стажировку в Турции или в странах Персидского залива. Эти духовные отцы брали под крыло самую радикальную часть паствы малообразованных, но уже пропитанных ваххабизмом выходцев из Средней Азии, приехавших в Россию на заработки. Примерно таких же, которые устроили теракт в Крокусе этой весной. Почему это все беспрепятственно росло в России? Ведь даже в Таджикистане деятельность религиозных проповедников очень сильно ограничена рамками государственной политики. Разрешен лишь традиционный ислам. И вот в Люберцах закрывается последняя мигрантская молельня. В конце ноября малаховская организация «Мусульман Свет» получила уведомление о прекращении договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
Месяц дан на то, чтобы освободить помещение. То есть они еще и помещение арендовали у городских властей на льготной основе за счет налогов жителей округа. За неделю до расторжения договора в прессе появились сообщения о том, что жители Малаховки, возмущенные скоплениями иностранных специалистов по пятницам, добились возбуждения уголовного дела в отношении чиновников из администрации Люберец и силовиков, которые закрывали глаза на нелегальную мечеть. Малаховка оставалась последним местом Люберецкого района, где нелегально проводились намазы. Ранее в Люберецком городском округе нелегальные молельные помещения были закрыты в Томилино, Октябрьском, СНТ, Ручеек. И эта тенденция начала набирать силу в других округах Подмосковья. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Всем добра! Всем пока!